Всем привет! Сегодня мы расскажем про желание Минпромторга отучить российский автопром от использования китайских комплектующих. Наперекор Минпромторгу выступили концерны КАМАЗ и АвтоВАЗ, которые сильно зависимы от китайских запчастей. А вы подумайте, напишите в комментариях, что лучше: продолжать тянуть комплектующие из Китая или попытаться наладить наконец-то свой полноценный ряд всего, что нужно, и больше ни от кого не зависеть. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. Похоже, что российские власти наконец-то сделали первые практические выводы из истории с фактическим отрубанием России от европейского, японского и корейского автопрома. Правительство давно сделало утилизационный сбор и степень локализации инструментов, загонявших мировых автогигантов на территорию нашей страны. Для понимания, новая легковушка с объемом мотора 1-2 литра, размер утилизбора равен 178 тысяч рублей. Для авто с 2-3-литровым мотором более 280 тысяч рублей и так далее. Эти суммы поставщик автомобилей, импортер или производитель вынужден закладывать в конечную стоимость товара, теряя ценовые преимущества перед конкурентами. Минпромторг считает степень локализации производства автомобиля в баллах. Набрал автозавод на какой-то из своих моделей 2500 баллов, государство вернет ему утилизационный сбор за нее целиком. Но если планы Минпромторга воплотятся в практику и они запретят ввоз всего из Китая, то кузовщина перестанет приносить российским автопроизводителям порядка 1700 баллов из 2500, необходимых для получения полного госвозмещения утильсбора. Первым по этому поводу возмутился КАМАЗ. Я считаю, что это неправильно. Сейчас все надо начинать сначала. Новый инвестиционный цикл, новый технологический цикл. А мы говорим, что будем в сторону других автокомпонентов перераспределять. Тогда никто не будет заниматься локализацией кузова, не будет использовать наш металл, то есть базовые технологии все равно должны остаться, заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ — это зайти на autospot.ru, ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. А вот что говорят простые работяги по поводу всей этой тягомотины. Пока заводы принадлежали государству, никакого лобби не было. На заводах все было так, как выгодно государству, а не отдельным личностям. Передав практически всю промышленность в частную собственность, открылся второй фронт. Теперь государство вынуждено отстаивать свои интересы в борьбе с собственниками. Камский автозавод четко понял, что новация в первую очередь долбанет именно по нему, поскольку у них КП и раздатки, мосты, пневматика, гидравлика, электроника, топливная аппаратура, турбины — все из Китая. Подозреваем, что и у АвтоВАЗа после нововведений показатели локализации заметно снизятся. Особенно если вспомнить, то даже дверные петли для Нивы в свое время закупались в Европе, и лишь относительно недавно случился переход на отечественные. Будем надеяться, что победят не лоббисты из Минпромторга, а государственный подход к национальным интересам в автопроме. И в России пусть из-под палки, но появится более-менее самодостаточная промышленность автокомпонентов без китайских корней. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.